Я продолжаю делать стальные голени, и сейчас мне нужно сделать петли, на которых собираются передняя и задняя деталь. Кстати, музыка в этом ролике создана музыкальным проектом iHuman. Всем привет! Вы на канале Armory Smith. И вы только что видели, как я сделал петли. Эти петли нужны для того, чтобы голень открывалась и закрывалась быстро. То есть средневековый рыцарь мог быстро одеть и снять такой доспех. Некоторые альтернативные историки считают, что такие петли это слишком сложное изобретение для средневековья. А значит, что это один из фактов, который доказывает, что доспехов не было. Рыцарей не было, средневековья не было, и вообще в 1700 каком-то там году была ядерная война, все придумано, нас обманывают, всемирный заговор и все такое. Инопланетяне, в общем, головного мозга. Можете написать в комментариях, что думаете по этому поводу, а я продолжу дальше работать. Я делаю эти голени для киевского реконструктора Сергея Гунькова. И мне очень повезло с тем, что он может приехать ко мне на примерку. Дело в том, что каждый человек обладает уникальными особенностями своего тела. И подогнать удаленно такие доспехи бывает сложно. Тем более для реконструктора, потому что исторические вещи всегда сидели ближе к телу, чем спортивные. Поэтому на предыдущей примерке мы проверили голени, поняли, что есть места, которые немножечко поджимают и которые хотелось бы отогнуть. Поэтому сейчас я его аккуратно выгну наружу, и все проблемы исчезнут.
Эти латные голени делаются для бедра, которое сделано в стиле Custom Bruce. Об этом есть отдельное видео. И оказалось, что бедро немного узковато. Дело в том, что реконструкторы зачастую хотят очень близко к телу посадить доспех. Толстых поддоспешных одежд, чересчур толстых, как сейчас в спорте, тогда не было. И латные ноги, например, в принципе вообще одевались просто поверх шос. Поэтому они всегда такие изящные, тонкие, настолько сильно хорошо подогнанные к телу. Так вот, у многих реконструкторов зачастую бывает проблема в том, что они хотят специально заузить доспех. Иногда это приводит к тому, что при примерке в мастерской человеку удобно, но когда он приезжает на фестиваль, уже в полевых условиях начинаются проблемы, что есть какие-то подтирания, немножечко поджимания. Плюс, если это жарко, то нога может распухнуть, и это вызывает определенный дискомфорт. Поэтому меня попросили обратно расширить. Я знал об этой проблеме и раза 2 или 3 говорил, что не стоит так сильно заужать. Но человек сказал, нет, надо, я хочу быть красивым, стройным. Но в итоге я оказался прав, что доспех нельзя слишком сильно поджимать на человека. Он должен чуть-чуть люфтить. Вот. Сталь немного подкалена. Это добавляет ей жесткости, но при этом она может разогнуться. Это, конечно, плюс. Ребята с канала True Roots прислали мне зашибенный поворотный столик, о котором я давно мечтал. Они сами его сделали, и об этом даже есть видео. Рекомендую посмотреть и ознакомиться с каналом, ссылка в описании. Канал про работу с деревом и создание разных прикольных штук для мастерской. Сам смотрю и узнаю для себя полезные идеи. Понравилась музыка? Мне лично да, пока монтировал видео, пару раз даже залип. Напоминаю, что она была предоставлена музыкальным проектом iHuman. Подробнее можно узнать по ссылкам в описании. За счет своей сложной и изогнутой формы и множества замеров, которые нужно произвести по ноге человека, такая работа не для новичков. Но на самом деле, если разобраться, то ничего невыполнимого нету. Форма голеней сильно не видоизменялась. То есть, если мы имеем развитый доспех, то голень была, по сути, голень да и голень, повторяла форму ноги. И слабо изменялась по времени. Как только доспешники научились делать сложные формы из больших пластин и научились добывать и получать эти пластины, грубо говоря, в начале 14 века, так форма голени не изменялась вплоть до 16 века, пока не пришло мануфактурное производство, где стремились сделать большее количество, но с меньшим качеством. Отдельная благодарность каналу True Roots за предоставленный поворотный столик, на котором так удобно и легко показывать предметы. Спасибо за ваши комментарии, подписки и лайки, и до новых встреч. Пока!